Добрый день, уважаемые коллеги. Тема пресс-конференции «Неблагоприятные погодные условия и явления на европейской территории России». Я думаю, что после недавних дождей, снежных, ледяных коллапсов в аэропортах, я думаю, что мнение специалистов, безусловно, будет интересно всем нам. Здравствуйте. Традиционно перед наступлением Нового года по старому стилю в Росгидромете ведется очень интенсивная деятельность, очень интенсивная работа по подведению итогов истекшего года по новому стилю. И я очень кратко хотел бы рассказать об этих итогах 2010 года, тем более, что результаты обработки совершенно нестандартные. Первый и самый главный факт заключается в том, что в северном полушарии 2010 год был самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, начиная с 1891 года. Самый теплый, то есть он превзошел, не намного, правда, всего на 0,04 градуса, рекордный до этого, самый теплый 2005 год. Разумеется, эти данные еще будут перепроверяться, это самые предварительные, но с большой степенью вероятности это справедливая оценка, это правильная оценка, потому что она в течение последних 5 дней очень интенсивно перепроверялась по разным данным. Сегодня на сайте американской гидрометслужбы появилась такая же информация, и нам это очень приятно, что мы все-таки первыми определили, что 2010 год был рекордным. В принципе, понятие, термин глобальное потепление уже он стал расхожим, все уже понимают, что такое глобальное потепление климата, но все-таки следует сказать, что за последние 13 лет, начиная с 1998 года, 11 лет были самыми теплыми, входят в ранжированную когорту самых теплых лет. То есть это самый такой яркий признак того, что температурный фон действительно на земном шаре повышается. Вместе с тем южное полушарие находилось где-то там находится на 8-м месте в этом ряду ранжированных рядов. И в целом, если осреднить температурный фон южного и северного полушария, то оказывается, что 2010 год при осреднении по глобусу находится на 3-м месте. Это самые такие свежие данные, которые, я думаю, будут интересны. И хоть они не связаны с неблагоприятными явлениями, о которых я буду чуть позже говорить в ближайшие дни, но все-таки это интересная информация. Наверное, имеет смысл сказать и о том, каков вклад температуры в нашей стране, в России, в общую глобальную температуру. Оказывается, как это ни странно, на первый взгляд, что средняя температура по России находится в этом ряду на 12-м месте. То есть 11 лет на территории нашей страны были более теплыми. Связано это с тем, что хотя конечно же, 2010 год запомнился, и он будет памятен очень долго, а в архивах метеорологов останется навечно, памятен необычайными летними условиями, когда стояла засушливая, жаркая погода, исключительно жаркая, экстраординарно жаркая. Но на самом деле, если вспомнишь, начало года было холодным. Январь и февраль были такими холодными, уже 25 лет не было такой холодной зимы, как в 2010 году. И другие месяцы тоже не очень выделялись, поэтому при осреднении так уж получилось, что Россия дала температура по нашей стране дала небольшой вклад в суммарную изменчивость глобальной температуры, и температуры по северному полушарию. Более того, следует отметить, что если анализировать распределение аномалий температуры от среднегодовых значений, то оказывается, что на территории Средней Сибири, Западной и Средней Сибири, температура в целом за год была ниже многолетних значений.
ниже многолетних значений. А наиболее жаркое, в кавычках, потому что понятие жары и холода относительно, жаркое в том смысле, что отклонения от нормы превышали 5 градусов, плюс 5 градусов, наблюдались на востоке Канады. Это, вообще говоря, невероятное значение, редко встречающееся, до сих пор отклонений температуры 5 градусов от среднегодовых значений, не от суточных, не от дневных, даже не от месячных, а от среднегодовых наблюдается впервые. Ну вот такая вот неоднородность температурного режима отмечается. Но если будут вопросы, я более детально об этом расскажу. Ну и, наверное, еще несколько слов, они связаны с тем, что в этом году Арктика была очень теплая. Очень теплая. Мы фиксируем, что вот за период наблюдений, а в Арктике, значит, дата инструментальных наблюдений с 1979 года. Дело в том, что лед можно определять по спутниковым данным. Вот когда началась эра спутниковых наблюдений, да, вот начали фиксировать и ледовитость арктического бассейна. Так вот, этот год был третьим вот в этом ранжированном ряду. То есть минимальная ледовитость, минимум ледовитости вот на третьем месте. Были и другие годы, но в частности 2007 год был наименее ледовитым. Вот, собственно говоря, очень краткая информация об истекшем годе и, может быть, самое последнее замечание. Все уже хорошо знают, что существует такое явление Эль-Ниньо. Это явление связано с аномальным потеплением экваториальных вод на востоке Тихого океана. Это явление очень важное, оно определяет перенос воздушных масс с запада на восток и с востока на запад, определяет интенсивность индийского муссода, ну и некоторые научные результаты, в частности, вот, проведенные в Институте физики и атмосферы Российской академии наук и в других учреждениях, показывают, что и вот это явление Эль-Ниньо, оно влияет и на макропогоду на территории нашей страны. Так вот, этот год был тоже очень необычным. Начался он с явления Эль-Ниньо, с теплой фазы, когда температура существенно превышала среднее значение поверхности температуры на востоке Тихого океана. И уже в апреле температура начала падать в этом регионе. Вот на этой акватории и с июля отмечается явление Ла-Ниньо, то есть отрицательной аномалии температуры. Для метеорологов и океанологов эта информация очень важна, но если здесь будут более специализированные вопросы, я смогу ответить и на них также. Ну и теперь уже, значит, вот более предметно к теме пресс-конференции. Какие неблагоприятные условия ожидаются в ближайшее время и до конца зимы на территории нашей страны? Ну, прежде всего, вот в течение ближайшей пятидневки наиболее неблагоприятные районы с точки зрения метеорологических условий следующие. Северо-западный федеральный округ. Здесь вот и сегодня, и 17-18 января в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях мы ожидаем снег и мокрый снег. А 17-18 января сильные осадки, метель, налипание мокрого снега, гололедица. Вот весь такой набор неблагоприятных факторов. В Приволжском федеральном округе, в Кировской области сильный снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. В Центральном федеральном округе, ну вот в наших регионах, в центре Европейской России, и гололедные явления, это не бог весть какие опасные, вот все-таки это не ледяной дождь, но все-таки вот температура в ближайшие дни, сегодня-завтра, она будет связана с гололедицей, поскольку температурный фон близок к нулевой отметке. А вот в Сибири, на азиатской территории нашей страны, бал правит мощный антициклон. Вот его имя восточно-сибирский или монгольский антициклон. В этом году он очень развит, можно сказать даже, что он гиперразвит, а интенсивность антициклона определяет процессы выхолаживания подстилающей поверхности и вымораживания приземного слоя воздуха. Так вот, начиная с начала декабря, температура в густонаселенных районах Западной и Средней Сибири, а также Дальневосточного федерального округа существенно ниже нормы, на 6, 8,
а в отдельные дни даже на 16-20 градусов ниже нормы. Вот сейчас очень холодная погода на юге Хабаровского края, в Иркутской области, ну и вот в густонаселенных районах вот, юго-западной Сибири, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская область, Алтайский край. И надо сказать, что эта вот очень низкая температура, она, конечно, создает напряжение для энергетического комплекса страны с учетом того, что вот Саяно-Шушенская ГЭС работает сейчас все-таки не в полную силу. Понятно, что вот сильный мороз, вот отклонение температуры на 8-10 градусов, это ниже многолетних значений, это создает очень заметную дополнительную нагрузку. Ну и туманы и осадки ожидаются в ближайшие 5 дней в Северокавказском федеральном округе. Там температура, особенно в северокавказских республиках, высокая. Температуры там даже ночью положительные, 3-5 градусов, дневные температуры около 10 градусов. Вот, но туманы и осадки там мы прогнозируем. Вот, пожалуй, значит, краткий перечень тех районов, которые являются неблагоприятными. Ну и теперь более конкретно прогноз вот по Москве, по московскому региону, поскольку вот, хоть Новый год наступает и по старому стилю, но все равно все знают, что предновогодняя ночь имеет такое важное значение для людей. Все спрашивают, какой же она будет. Так вот, новогодняя ночь вот по старому стилю ожидается вот такой теплый температурный фон. В Москве минус 4, минус 2 градуса, по области от 1 до 6 градусов ниже 0. Небольшой снежок, вот, гололедица, поскольку температура будет все-таки близка к нулевой отметке, минус 1, при такой температуре снег подтаивает. Первый новогодний день по старому стилю не будет существенно отличаться от ночных температур, те же минус 4, минус 2 градуса, а затем начнется понижение температуры, и, казалось бы, это естественно, потому что все ожидают крещенских морозов. Так вот, в этом году мы прогнозируем предкрещенские морозы. Вот начиная с 15 января температура будет понижаться. Сначала вот в ночь на 15 минус 6, минус 11, днем уже тоже достаточно прохладно, минус 6, минус 8, облачно, но местами небольшой снег. Вот 16 ночные температуры 10-15, а по области даже до 18 градусов на севере и востоке. Мы прогнозируем, дневные температуры уже будут ниже отметки минус 10, то есть минус 10, минус 12, даже до 14 градусов днем. И наиболее низкая температура в ближайшую пятидневку мы ожидаем в ночь на 17 число, когда температура понизится до 20 градусной отметки. А затем начнется повышение температуры, и вот на крещение мы прогнозируем существенное повышение температуры вплоть до оттепели. Но, естественно, уже вот в этот период осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, но температура будет существенно выше, чем в предшествующие дни.